Ирина впервые заметила мальчика в подъезде в конце ноября, когда воздух в городе начинал пахнуть сыростью и уставшим снегом. Она торопилась домой с работы, сжимая в одной руке сумку, в другой — пакет с полуфабрикатами. Ее день был стандартным — офис, отчеты, холодный свет ламп и тишина в душе. Все, чего она хотела — чай, плед и чтобы никто ее не трогал. Мальчик сидел на ступеньке между 3-м и 4-м этажом, прямо напротив ее квартиры. Щеки вмяты, пальцы красные от холода, глаза, как у зверя, которого прижали к стенке. Куртка была мала. На левом рукаве дыра, из которой выбивался клочок синтепона. Она замедлила шаг и подумала. Ждет кого-то. Наверное, ключи потерял. Но дверь за его спиной была приоткрыта. Тьма за ней казалась пугающей. «Все в порядке?» — спросила Ирина, стараясь не звучать резко. Мальчик вздрогнул, но не ответил. Глянул коротко. Глаза серые, взрослые, как у тех, кто уже многое понял и принял. «Ты из этой квартиры?» Она кивнула на дверь. Мальчик кивнул. «Родители дома?» — продолжила Ирина. Она чувствовала, как внутри растет неудобство. Мешалось все. Жалость, злость, неуверенность. «Это не мое дело», — сказала она себе. Потом добавила. «Но если он замерзнет прямо здесь, что тогда?» Она достала ключ, открыла дверь и сказала. «Если станет холодно, постучи. Или просто воды, чаю, я рядом». Мальчик ничего не сказал. Она зашла и закрыла за собой дверь, но в ту ночь не спала. Все думала, кто он, где его мать и почему ему так страшно. Утром мальчика не было. Но на ступеньке остался след, почти незаметный. Она нашла его взглядом, когда закрывала дверь, и снова почувствовала тревогу, будто в доме появился призрак. Вечером он снова сидел там. На этот раз с каким-то старым планшетом, разбитым по углам. Пальцы тыкали по экрану вяло, без интереса. «Привет», — сказала Ирина. «Все еще тут?» Он кивнул. Внутри нее что-то заскрежетало. Она знала этот взгляд. Безнадежность, притворенная в равнодушие. Когда-то сама так смотрела на отца, который уходил в ночь и не возвращался неделями. «Ты ел?» Мальчик лишь пожал плечами. «Слушай, у меня пельмени есть. Разогрею. Поешь и пойдешь. Хочешь?» — предложила женщина. Мальчик молчал, а потом молча встал и прошел за ней. Ирина не привыкла к детям. У нее их не было, не получилось. Она не играла в дочки матери, не смотрела мультики. В ее квартире не было ни конфет, ни соков. Но когда он сел за стол и взял вилку 2 руками, как в кино, ей стало тепло на душе. «Как тебя зовут?» «Максим», — ответил мальчик. «А я Ирина». Он кивнул. Еле молча. Потом Максим сказал «Спасибо», поставил тарелку в раковину и ушел. Бесшумно, как будто и не приходил. На следующей неделе они виделись каждый вечер. Он не говорил о себе, она не спрашивала. Она просто разогревала еду, включала ему что-то на ноутбуке, ставила чай. Иногда он дремал на кресле, иногда просто сидел и смотрел в окно. Как-то она спросила: «Ты один живешь?» Он пожал плечами. «Мама всегда на работе». «А папа?» Он посмотрел на нее с удивлением, как будто услышал незнакомое слово и сказал «не знаю». Так они и жили. Она по одной стороне лестницы, он по другой. Она училась готовить суп без кубиков, он учился доверять. Потом был день, когда его не было. Ни утром, ни вечером, ни на следующий день. На 3-й день она вышла в коридор и услышала странные звуки, будто кто-то кашлял и стонал. Дверь в его квартиру была чуть приоткрыта. «Максим?» — позвала она. Тишина. Она постучала. Никакого ответа.
Тогда она толкнула дверь. Вонь ударила в нос. Перегар, испорченные продукты и что-то еще. На полу в углу, свернувшись калачиком, лежал Максим. Ирина вызвала скорую помощь. Потом сидела рядом, держа его руку, пока те не приехали. Мальчик был в бреду и бормотал. «Мама ушла 3 дня назад. Я пил воду из крана». Врач сказал: обезвоживание, переохлаждение, истощение. Ему нужно в больницу, и мы обязательно сообщим в органы. Ирина поехала с ними. Осталась с Максимом, когда он лежал под капельницей. Когда медсестра принесла ему сок, он держал его как драгоценность. «Вы ему кто?» — спросила врач. «Соседка», — сказала Ирина, а потом добавила: «почти родственница». Началась бюрократия. Приходили женщины в строгих пальто, задавали вопросы, хлопали папками. Выяснилось, что мать Максима числится, но на деле давно живет с кем-то в другом конце города. У нее были долги, жалобы, запои, о ребенке ни слова. «Можем оформить временное попечительство», — предложили Ирине. Она не раздумывала. С того дня они жили вместе. Мальчик не сразу оттаял, но постепенно стал смеяться, ставить будильник, выносить мусор, подливать ей чай, когда она писала отчеты. Они смотрели старые фильмы, собирали пазл, он рисовал, она гладила его волосы, когда он засыпал. Он называл ее просто Ира. И ей нравилось это больше, чем мама, потому что в этом было доверие. Однажды его мать вернулась. «Где он?» — крикнула она на весь подъезд. Женщина была пьяна, с порванной сумкой и потухшими глазами. Максим спрятался за спину Ирины. «Вы что, совсем с ума сошли? Забрали моего сына?» — продолжила мать Максима. «Он лежал в вашей квартире без сознания 3 дня», — ответила Ирина. «Это не ваше дело. Я не позволю вам его забрать», — прокричала пьяная женщина. Так начался суд. Судья была усталая женщина с равнодушными глазами. Мать рассказывала, что просто устала, что было тяжело, что больше так не будет. Максим дрожал. Ирина держала его за руку. «Вы хотите остаться с ней?» — спросили его. Мальчик покачал головой и шепотом сказал «нет». Но суд не всегда слушает детей. Мать получила право забрать его обратно под наблюдением органов опеки. Ирина плакала впервые за долгое время. Она не пыталась быть ему матерью, просто хотела, чтобы он был в тепле, сыт и любим. Мальчик ушел. У двери он обернулся и сказал: «Я приду, обещаю». Прошел месяц, потом 2. Но была тишина. Ирина смотрела на пустой стул, на кружку, которую никто не трогал, на пельмени, которые теперь снова были только для нее. Но однажды кто-то постучал в дверь. Это был Максим, мокрый, запыхавшийся, в руках пакет и вещи. «Я сбежал. Меня все равно не ищут. Я хочу к тебе», — сказал он. Ирина обняла его, не говоря ни слова. Потом она оформила официальное опекунство. Теперь у него появился новый рюкзак и настоящая теплая куртка. А потом и новое имя в документах рядом с ее фамилией. Прошло 2 года. На день рождения она нашла на кухне записку: «Спасибо, что спасла. Спасибо, что была дверью, в которую я постучал. Я тебя очень люблю. Твой сын Максим». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.